Всем привет! С вами Алекс Моторный. На связи Харьков. 1 декабря 2024 года. Первый день зимы. К сожалению, а может и к счастью, пока без снега. Коммунальные службы завершают украшать, к сегодняшнему дню точнее должны были завершить украшать город Харьков к зимним праздникам. Все больше и больше становится новогодних праздничных локаций в городе. В Харьковском метро установили домик Санты на еще одной станции метрополитена на историческом музее. Так же, как и в прошлом и позапрошлом годах, на станциях метрополитена будут проводиться праздничные мероприятия для детей. Ну а наш канал, конечно, будет это все освещать. В городе делается все возможное, чтобы люди отвлеклись и отдохнули от сложных военных реалий. Инсталляций будет как можно больше, чтобы создать горожанам хорошее настроение. Кстати, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, есть автобусные маршруты Укрзалізниця, поэтому все желающие могут приезжать в Харьков, провести праздничные дни с родными и близкими, с друзьями. Если нужно усилить некоторые маршруты, то это сделают. Все мероприятия, которые будут, а это будут сказки для детей, пройдут в локациях, которые сертифицированы и безопасны для детей. Сейчас перед вами кадры, как харьковчане проводят свой обычный досуг. Обычный вечерний город Харьков. С начала войны в Харькове родилось почти 7800 детей. За 1000 дней войны родилось 7733 ребенка. В 2022 году 2492 ребенка, в 2023 году 2814 детей, а за 10 месяцев 2024 года 2663 ребенка. В среднем в городе еженедельно рождается 50-60 детей.
Ранее мэр сообщал, что в Харькове проживает 1 миллион 300 тысяч человек. До войны было 1 миллион 400. В Харькове после войны планируется создать собственный трамвай, а также усовершенствовать общественный электротранспорт в городе. Об этом рассказали в Харьковском городском совете. В Харькове после войны планируют переоборудовать трамвайные пути. Колея в Харькове отличается от европейской, поэтому после войны необходимо будет построить собственный трамвай, образец которого уже есть. Также в Харькове планируют построить подземное электродепо и 2 станции метро. Реализовать задуманное поможет Европейский инвестиционный банк. По данным Горсовета, у городских властей есть договоренности о предоставлении средств от иностранных партнеров на закупку электробусов. Также планируется обновление подвижного состава метрополитена. А еще в Харькове появится пешеходная улица. Также в центре появятся новые локации для отдыха. Кроме того, планируют улучшать и развивать зеленые зоны, а новая застройка не будет мешать зонам рекреации. А вот на месте аварийных домов построят современные жилые комплексы. В следующем году приоритетом станет демонтаж многоэтажек, которые невозможно восстановить. Программа предусматривает закладку основ для новых жилых комплексов. Демонтажом займется украинское представительство ООН. Сначала берут в разработку 12 объектов. В Харькове примерно 500 объектов подлежат сносу. А вот число погибших в Харькове будет обнародовано после войны. Об этом заявил мэр Харькова. К сожалению, речь идет не о сотнях и не о тысячах погибших и раненых. Это и дети, и люди среднего возраста, и люди постарше. Статистика печальна. Мы ее обнародуем, когда закончится война, заявил мэр. Также мэр Харькова рассказал, что предлагал Макдональдс открыть рестораны в метро. Но они говорят, что количество воздушных тревог впечатляющее. Поэтому не видят сегодня экономическую целесообразность открытия своих ресторанов в Харькове. Хотя сейчас в городе работают другие предприятия фастфуда, в частности KFC. И в Харькове наконец-то закончилась многолетняя эпопея с переименованием театра Пушкина. Теперь театр получил имя Григория Квитки-Основьяненко, символизируя возвращение к историческим корням и уважение наследию выдающегося земляка. После 2 лет споров и обсуждений Харьковский областной совет официально принял решение о переименовании бывшего театра имени Пушкина в одного из наиболее известных культурных деятелей Слобожанщины. За это решение проголосовали 88 депутатов.